Здравствуйте, друзья! У меня уже есть видео о том, как вырастить детку на цветоносе, но там возникает столько много вопросов, что я решила поставить еще один эксперимент. Мы сегодня с вами вот с этих орхидей срежем цветоносы и постараемся вырастить из них, вернее не вырастить, а получить детку, но я вам еще расскажу не только о детках на цветоносе, о детках на материнских растениях и о детках на цветоносах, но которые цветоносы растут на материнском растении, которые не срезаны. Смотрите, все будет очень подробно. Давайте с вами вот с этих орхидей срежем цветоносы и попробуем там вырастить детку. Что и как и почему, я вам расскажу чуть позже. Но сначала расскажу вот об этих трех растениях, на которых растут детки. Вы их все уже видели и не раз. Это детки на материнских растениях, но кроме этой. Вот эти две, это Эсме, а во втором горшочке Golden Beauty. История такова, что Golden Beauty потеряла точку роста. И это растение я лечила от фузариоза. После этого появились две детки. Одна вот эта большая, огромная детка, которая почти готова к цветению. А вот эта маленькая вторая детка, то есть с двух сторон от стволика появились из цветовых почек детки. Маму я не убирала. Вот видите, как было, даже фундазол там остался в серединке этого растения. Маму я не убираю, у мамы хорошие листики остались с тургором. Пока я не разделяю эти две детки и маму. Корешки растят и детки. Вот видите, там все сухо. Давно поливала. У деток растут корешочки. Здесь вот есть корни и у одной, и у второй. На данный момент хочется ее пересадить в больший горшок, потому что корней у деток появилось много. И вот на том этапе, когда я соберусь и покажу вам, как я ее буду пересаживать в другой горшок, наверное, побольше немножко, я не хочу их разделять, я хочу, чтобы два растения было в одном горшке, хочу увидеть красивое цветение. Тогда можно отделить маму. Пока пусть еще немного вместе порастут. А Эсме я покупала в прошлом году. Он отцвел. Я думала, что там будут цветоносы, а он дал две детки. Причем одна детка прикорневая. Вот эта детка. Прикорневая. А вот та детка, что побольше, она растет из одной из пазух. То есть стволовая детка. Но я тоже не стала их пересаживать, я оставила, пересаживать в смысле отделять, я оставила их вместе с мамой. Где-то в каком-то обзоре своих цветов показывала, что в этом году мама не цвела, мама и не растет. Мама так и осталась в таком же состоянии, а на двух детках было 3 цветоноса. Он очень красиво отцвел. Опять же, можно пересадить его в больший горшок, деток отделять мне не хочется. И детки будут опять давать цветоносы. И как видно из прошлого цветения, не один. Это два растения, которые сами решили дать деток. Видимо, какие-то условия для них были более комфортные, поэтому я не принимала никакого участия в том, чтобы помочь им дать деток. Ну, впрочем, как и вот с этой маленькой деткой. Мама сейчас стоит позади меня вон там. Сейчас покажу маму. Просто обращу ваше внимание на маму. Вот это мама. Вот от этого цветоноса она давала двух деток. Цветонос был повыше.
Но сейчас она не хочет больше из этого цветоноса давать деток, но я этот цветонос и не обрезаю. У нее растет новый большой цветонос. Это биглип. И 7 января я вам показывала, как вторую большую цветущую детку я срезала, подарила. А в горшок мы посадили вот эту первую детку. Она тоже давала цветоносик, но когда мы ее посадили, цветонос я, не сразу обрезала, дала ему немножко порасти, чтобы показать вам, что таких деток с цветоносами нельзя оставлять, потому что она не растет, она пытается вырастить цветы, но в таком малюсеньком состоянии она и цветы вырастить не может. У нее не хватает сил. Поэтому цветонос срезали. Мне очень не нравится этот горшок, в котором она посажена, мне неудобно его поливать и удобрять эту детку, поэтому растет она медленно. Я ее скоро пересажу, но новенький листик она растет. Растет, правда, очень медленно, но все детки растут медленно. Даже если мы покупаем там совсем малышек 1,7, они растут медленно. Так и детки с цветоносов. Это тоже малюсенькое растение, которому нужно 3, а то и 5 лет для того, чтобы стать большим, хорошим растением. А вот когда растут вместе с мамой, вот это выросла, вот эта орхидея, она выросла такая большая за год. Поэтому, когда у вас есть прикорневая детка, не спешите ее обрезать. Дайте ей дорасти до хорошего состояния, вот большого хорошего состояния. Потому что вместе с мамой ей расти значительно легче. У мамы хорошие корни, мама ее питает, удобрять ее очень удобно. Такие детки, даже на материнском растении с цветоносом, когда мы их обрезаем, они детки, а детки растут значительно медленнее. Но растут. Теперь, что же мы будем делать с нашими цветоносами? Очень хорошо, когда на растении, на самом растении появляются детки. Но бывает такая ситуация, когда мы не только, например, потеряли точку роста у растения, а просто, бывают ситуации, когда вы купили орхидею, вроде как она и хорошая, вроде и растет, и корни, и вдруг в одночасье орхидея начинает погибать. И кроме цветоноса у нас с вами ничего не осталось. Вот в этом случае можно попробовать срезать этот цветонос и получить детку от спящей почки просто от самого цветоноса. Но если растение не погибает, если растение вот в таком виде, как я вам сейчас показываю, что это растение, что это орхидея, что это орхидея, они все в хорошем состоянии. Почему я вам всегда говорю, не обрезайте в лето цветоносы? Потому что, когда тепло, им больше нравится не выпускать цветы из этих цветовых почек, а именно пускать деток. Когда прохладно, то есть температура где-то у нас в квартире там 20-23 градусов, тогда пойдут цветоносики. Даже сейчас вам покажу на одном растении, на одной орхидейке. Вот из одной веточки идет новый цветоносик. Потому что сейчас был месяц прохладный, отключили отопление, температура в квартире была 22 градуса. И очень многие мои орхидеи, которые я недавно покупала, они отцвели, и очень много появилось именно цветоносов на старом цветоносе. А в лето, когда ваши домашние орхидеи отцвели или покупные орхидеи отцвели, отрежьте то место, где были цветочки, и подождите, тепло, и очень часто орхидеи на цветоносах дают деток. Но мы с вами будем делать эксперимент, потому что это тоже интересно. Конечно, интересно вырастить просто от простой палки, получить детку. Не всегда это получается, не у всех это получается. Не все цветоносы, когда мы их обрезаем, дают деток, но попробовать всегда можно. Вдруг что-то опять у нас с вами получится. У меня из 6 цветоносов в прошлом году
2 цветоноса дали детки. 3 цветоноса все равно даже в колбе выпускали цветоносы. Масло масляное, но это действительно так. Давайте сейчас я все приготовлю для того, чтобы срезать и подробно вам рассказать, как это нужно сделать. Рекламная пауза. Я приготовила 4 орхидеи, из которых я хочу срезать цветоносы. Первая – это наша знаменитая Аба. Она пересажена. Посмотрите в горшке, как она растит шикарно корни. Небольшая орхидея Майтай. Я с нее срежу 1 цветонос. Здесь тоже будет взят 1 цветонос. Это розовый биглип. Название мы не определились с названием. И еще одна орхидея. Это Тиара. Кстати, у розового биглипа, помимо вот этих 2 цветоносов, которые остались, она выпустила свой цветонос. Так, может быть, его лучше будет видно. Вот он маленький. Растет уже цветоносик. 1 мы цветонос оставим, а 1 срежем. Что же мы будем делать? Прежде всего нам нужно взять или какую-то стеклянную длинную колбу, или пластиковую бутылку. Ну, что у вас есть под рукой, можно повыше. У меня вот такая стеклянная колба. На дно стеклянной колбы нужно положить кусочек, желательно, живого мха. Мох может быть любой, но желательно, чтобы он был живой. Если нет живого мха, можно положить и сухой. Иногда сухой, даже в этих колбочках, он иногда начинает расти. На дно этой колбы я помещаю живой мох. Вот так. Он у меня влажный сейчас, но все равно я делаю несколько опрыскиваний водой. Цветоносы мы берем обязательно живые. Этот цветонос и эти все, они не стали усыхать. Сейчас покажу вам, какие цветоносы брать ни в коем случае нельзя. Вот этот цветонос у орхидеи остался живой и пробудил почку, и растет следующий цветонос. А вот такой цветонос начал усыхать. Вот усыхающий цветонос нам ни в коем случае не подойдет, мы такие цветоносы не берем. Когда мы просто срезаем цветонос, мы просто его срезаем и срезаем. Но всегда инструменты должны быть обработаны. В моем случае я обрабатываю спиртом. Вообще, когда мы работаем, что-то срезаем на орхидеи, там убираем, зачищаем, желательно, чтобы все инструменты были обеззаражены и обработаны. Поэтому и лезвие ножа, которым я сейчас буду пользоваться, аккуратно, чтобы не порезаться, и секатор мы обязательно хорошенько обеззараживаем. Желательно это делать даже после каждого растения. Вот срезали 1 цветонос, обработали, срезаете другой цветонос. Я обрабатываю медицинским спиртом, поэтому у меня спирт очень быстро испаряется. Нельзя влажными после спирта сразу резать. Подождали несколько секунд, спирт испарился, и мы с вами обрезаем цветонос. Но сейчас обрезаем просто, как это нам удобно сделать. И сразу же ранку, я это делаю перекисью водорода всегда, раночку обрабатываем. Я срежу со всех так и поставлю, но показывать вам буду вот на этом, на одном. Вот этот срез мы не обрабатываем. И для того, чтобы поставить в колбочку, мы его примеряем
и смотрим, насколько нужно убрать с этой стороны какой кусочек. Видите, оно выше немножко получается, поэтому отрезать я буду сантиметра 3-4, может даже 5. И срез нужно сделать наискосок. Срез нужно сделать обязательно ножом. Потому что когда мы делаем секатором, вот на этом покажу, когда мы делаем секатором, мы зажимаем растение. Смотрите, какие разные два среза получаются. Вот этот срез я сделала ножом острым, а вот этот секатором. Нам с вами нужен вот такой хороший чистый срез. И практически это все. Больше мы ничего сделать не можем. Мы этим необработанным чистым срезом ставим цветонос в колбу на мох. Нужно поставить так, чтобы нижняя часть просто упиралась в мох. Ну, она встанет как ей удобно. Точно так же сейчас я поступлю еще с 3 цветоносами. Еще 3 цветоноса, 3 среза. Я их также помещаю в колбу. Если вы точно хотите знать, какие вы растения поставили для того, чтобы получить деток, подпишите их как-нибудь. Я не буду подписывать. Просто через несколько лет будет интересно узнать, что же у нас выросло. Как мы поступаем дальше? Мы берем простую пищевую пленку и делаем для этих цветоносов просто тепличку. Пленка хорошо прилегает к стеклу. Сейчас мы сделаем все это, обязательно сделаем красиво. Сделали вот такую тепличку. Но в любом случае сюда нужен доступ воздуха. Поэтому на второй день, сейчас там влага, должно все это прийти в состояние теплички. Здесь должен появиться конденсат. И на второй день мы берем с вами обыкновенную палочку или зубочистку и делаем, ну, если это тонкая зубочистка, то штук 5, 6, 7 дырочек. Если это у вас большая какая-то там шпажка для шашлыков, ну, 3-4 дырочки. Ставим эти цветоносы. Я бы не стала ставить на подоконник и под прямые солнечные лучи. Я их поставлю, давайте здесь где-нибудь найду на полке место, поставлю их и забуду о них примерно на месяц. Ну, завтра проколю дырочки и забуду. Вы их будете где-нибудь видеть позади меня, и с какой-то периодичностью я вам буду их показывать. Процесс очень-очень долгий. Когда в прошлом году мы делали этот эксперимент, первая почка пробудилась через 2 месяца. И оттуда начала расти не детка, а начал расти цветонос. Вот если у вас начинает расти цветонос, открывайте, убирайте цветонос, потому что цветонос не вырастет и никогда не зацветет. Не хватит у этой маленькой палочки сил на цветение. Поэтому цветонос мы всегда убираем. И когда я убрала цветонос, буквально через 2 или 3 недели следующая почка, и на ней пошла детка. То есть цветоносы мы всегда отсюда убираем. Процесс, как я уже сказала, очень долгий, очень длительный. Всего 10% даже из этих палочек дают таких деток. Какой-то может цветоносик вообще сгнить. Это все возможно. Это такой сложный
и в то же время приятный эксперимент, когда начинает расти детка. Детки очень мало жизнеспособные, очень сложно дают корни. Вот не хватает ресурсов этого цветоносика для того, чтобы вырастить детку. А удобрять мы с вами их никак не сможем. Но вот эти чудеса случаются. И у кого-то получаются потом полноценные хорошие цветы. Поэтому попробовать всегда стоит. Получится или нет, но мы с вами этого предугадать даже не можем. Но всегда интересно экспериментировать. Давайте будем наблюдать, что у нас из этого эксперимента получится в этом году. И будем надеяться, что будут расти не цветоносы, а будут расти детки. Вдруг мы сможем с вами довести ее до какого-то взрослого состояния. Но до этого пройдет очень много лет. Наберитесь максимального своего терпения, потому что из цветоноса вырастить хорошее растение, на это может уйти лет 5. Так что у нас с вами очень много времени. Давайте пробовать. До новых встреч! Увидимся на канале!